Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео предлагаю вместе связать красивую салфетку сердце. Как мини-салфетки для чаепития или просто для украшения или для подарка. Для вязания салфетки сердечко можно использовать любую пряжу. Это может быть мерсеризованный хлопок, тогда салфетка получится более тонкой, ажурной. Но также вы должны помнить, что от толщины нити зависит размер готовой салфетки. Я использую полиэфирный шнур толщиной 2 мм. Здесь я выбрала шнур от фирмы Янард Макраме. Моточек 90 грамм, здесь 130 метров. Это чистый полиэстер. Красивый вот такой вот шнур с блеском. И буду использовать крючок номер 4,5. Примерно на одно сердечко уходит 30 грамм, поэтому одного моточка шнура 90 грамм хватит на 3 сердечка. Итак, приступаем к вязанию. Для начала вязания вначале делаем вот такое вот воздушное кольцо, начальное кольцо из шнура. Вводим крючок в кольцо, захватываем рабочую нить. Далее провязываем вместо первого столбика с одним накидом 3 воздушные петли. 3 воздушные петли и плюс еще 4-я воздушная петля уже для узора по первому ряду. Начинаю вязать первый ряд. Далее делаю на крючок накид, ввожу крючок в начальное кольцо и провязываю столбик с одним накидом. И после 1 воздушная петля. Всего из кольца необходимо провязать 7 столбиков с одним накидом через 1 воздушную петлю. И первые 3 воздушные петли будут вместо 8-го столбика. Итак, провязываю первый ряд. Заканчиваю вязание первого ряда. Здесь я провязала 7-й столбик с накидом из начального кольца. Делаю после 1 воздушную петлю. Теперь затягиваем начальное кольцо так, чтобы в центре не было отверстия. Этот хвостик шнура надо будет закрепить на изнанке, и можно заклеить клеем, коротко обрезать, чтобы шнур не распускался. И заканчиваем первый ряд. В 3-ю петлю подъема выполняем соединительный столбик. После выполнения соединительного столбика начинаем вязать второй ряд, тоже с 3 воздушных петель. И плюс еще 1 петля для продолжения ряда. Далее делаем на крючок накид и вводим крючок между первыми воздушными петлями вместо первого столбика и следующим столбиком. И провязываем столбик с одним накидом. Далее из этой же арочки 1 воздушной петли между столбиками провязываем еще 4 столбика с одним накидом. Так, всего необходимо провязать здесь 5 столбиков с одним накидом. Провязав 5-й столбик, немножко вытягиваем рабочую петлю, вводим крючок в вершину 1-го столбика, подхватываем рабочую петлю и протягиваем через вершину 1-го столбика, и получается вот шишечка попкорн. Закрепляем шишечку 1 воздушная петля плюс 1 воздушная петля по ряду. И далее выполняем, начинаем вязать уже 2-й раппорт, выполняем столбик с накидом из вершины столбика с одним накидом. И, кстати, здесь я вяжу во 2-м ряду шишечки попкорн. Вот в первой салфетке я вязала пышные шишечки, но мне кажется, они выглядят менее выразительно, чем шишечки попкорн в начале. Итак, 2-й раппорт. 1 столбик с накидом из вершины столбика с накидом, 1 воздушная петля, делаем на крючок накид и вводим крючок между 2-м и 3-м столбиком и провязываем столбик с накидом. Из этой же точки провязываем еще 4 столбика с накидом. Всего 5 столбиков с накидом нужно для формирования шишечки попкорн. 5-й столбик провязали, немножко вытянули петлю, вводим крючок в вершину 1-го столбика, захватываем рабочую петлю и затягиваем. Закрепляем
вершину шишечки плюс 1 воздушная петля по ряду. И следующий раппорт, столбик с накидом из вершины столбика предыдущего ряда, 1 воздушная петля, и между следующими столбиками вяжем шишечку попкорн. Всего во втором ряду мы делаем 8 повторений этих элементов. Так, провязываем 5 столбиков с одним накидом, формируем шишечку, закрепляем вершину, 1 воздушная петля, и я уже перехожу на 4-е повторение. Итак, как я и говорила, всего 8 повторений. Между вот столбиками первого ряда мы провязываем шишечки попкорн. Заканчиваю вязать второй ряд, и здесь после 8 шишечки закрепила вершину, сделала 1 воздушную петлю и делаю соединительный столбик в 3-ю петлю подъема и перехожу к вязанию 3-го ряда. 3-й ряд начинаю с 1 воздушной петли. Далее из той же точки, из 3-й петли подъема предыдущего ряда, провязываю столбик без накида. Далее вот на арочке 1 воздушной петля провязываю столбик без накида, на вершине шишечки 1 столбик без накида, и после шишечки на арочке тоже 1 столбик без накида. Всего на 1 раппорт 4 столбика без накида, и получается в 3-м ряду мы должны провязать всего 32 столбика без накида. И провязываем так этот ряд. Заканчиваю вязание 3-го ряда. Здесь я вытягиваю рабочую петлю, вкалываю крючок в вершину вот первого столбика, с изнанки на лицевую сторону, захватываю с лицевой стороны рабочую петлю и вытягиваю ее наизнанку. Затем затягиваю петлю, и вот вершина последнего первого столбика соединены. Далее делаю 1 воздушную петлю для вязания следующего ряда. Это 1, 2, 3, 4 ряд. И в 4-м ряду мы будем формировать сердечко с помощью столбиков разной высоты. И в 4-м ряду все столбики будут провязываться как рельефные, и необходимо вводить крючок за вершины столбиков без накида. Вводим крючок так, чтобы вот эти вот верхние полупетельки оставались с лицевой стороны, то есть крючок вкалываем за полупетли, получается, с изнанки на лицевую, и на изнанку вводим крючок. И вот на вершине первого столбика провязываем столбик без накида. Далее, смотрите, у нас было в 3-м ряду всего 32 столбика, и на каждом столбике необходимо провязать определенное количество определенных столбиков. Вот на первом провязали столбик без накида, на второй вершине тоже провязываем 1 столбик без накида, на 3-й вершине, смотрите, мы провязываем уже 2 столбика, это полустолбик, и тоже вводим крючок за вершину, столбик с накида за ту же вершину, то есть на одной вершине провязали 2 столбика, полустолбик и столбик с накидом. Далее на 4-й вершине, на 4-м столбике провязываем 2 столбика с 2 накидами, то есть провязали 1 столбик с 2 накидами на вершине, делаем 2 накида, и за ту же вершину вводим крючок, провязываем 2 столбик с 2 накидами. Всего необходимо здесь провязать 10 столбиков с 2 накидами на 5 вершинах столбиков предыдущего ряда. Вот первую пару мы провязали, еще на 4 вершинах столбиков без накидов провязываем по 2 столбика с 2 накидами. Итак, связав 10 столбиков с 2 накидами, далее получается на 9-й вершине столбиков предыдущего ряда провязываем столбик с 1 накидом,
и полустолбик. То есть за ту же вершину вводим крючок и провязываем полустолбик. Далее на 6 столбиках предыдущего ряда на вершинах провязываем по одному столбику без накида. То есть на вершине вот столбика провязываем один рельефный столбик без накида. Всего их 6. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее получается на 18 вершине от начала ряда мы провязываем полустолбик. Нет, подождите, на 16 вершине от начала ряда мы провязываем полустолбик и столбик с накидом на той же вершине. На 17 вершине мы провязываем один столбик с 2 накидами. Вот это будет самая нижняя точка сердечка. Далее на 18 вершине мы провязываем столбик с 1 накидом и полустолбик на той же вершине. Далее на 6 вершинах столбиков без накида, то есть с 19 по 24 столбик предыдущего ряда, мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик без накида. Далее на вершине 25 столбика предыдущего ряда мы провязываем полустолбик и столбик с накидом. Далее на 5 столбиках с 26 по 30 мы вяжем по 2 столбика с 2 накидами. То есть всего 10 столбиков с 2 накидами нужно провязать на вершинах 5 столбиков предыдущего ряда. Итак, я провязала 10 столбиков с 2 накидами, и у меня осталось всего 2 вершины столбиков предыдущего ряда. И получается на 31 вершине я провязываю столбик с 1 накидом и полустолбик на одной вершине. И на 32 вершине, на завершение, вяжу просто 1 столбик без накида. И на этом ряд завершен. И заканчиваем ряд. Здесь, смотрите, вот идут уже полупетли столбиков. Вот первый столбик без накида. И через вершину вот первого столбика мы протягиваем рабочую петлю на изнанку и затягиваем ее. Переходим к вязанию следующего ряда. Начинаю вязать 5-й ряд. Сейчас у нас пока сердечко выглядит как кругляшок вот с такими ушками. Начинаю 5-й ряд с 1 воздушной петли. И здесь вот из вершины первого же столбика провязываю столбик без накида. 1 воздушная петля. Далее мы петлю пропускаем, делаем на крючок накид, и получается из вершины полустолбика предыдущего ряда вяжем столбик с 1 накидом и 1 воздушная петля. И смотрите, начинаю вот с вершины полустолбика, на вершине вот каждого столбика до получается заканчивается тоже полустолбика, на 14 столбиков всего мы вяжем 14 столбиков с 1 накидом через 1 воздушную петлю. То есть из каждой петли провязываем столбик с 1 накидом, 1 воздушная петля. Именно вот на высоких столбиках от полустолбика до полустолбика. Итак, провязав 14 столбиков с 1 накидом через 1 воздушной петли из каждой петли столбиков предыдущего ряда, из каждой вершины,
Теперь мы делаем одну воздушную петлю, и смотрите, вот над столбиками без накида, получается, мы одну петлю пропускаем и следующий провязываем столбик с одним накидом. Вновь одна воздушная петля, петлю пропускаем и с следующей петли столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, тут вновь столбик без накида пропускаем. Вот это полустолбик уже идет, из столбика с одним накидом один столбик с одним накидом. Вновь одна воздушная петля. Теперь смотрите, из вершины столбика с двумя накидами провязываем первый раз столбик с одним накидом, одна воздушная петля, второй раз столбик с одним накидом, одна воздушная петля, и третий раз столбик с одним накидом, одна воздушная петля. Теперь мы вяжем вторую половину сердечка. И здесь как бы в обратном порядке. Получается, из вершины столбика с одним накидом провязываем столбик с одним накидом, одна воздушная петля. Пропускаем петлю, столбик с одним накидом, одна воздушная петля. Пропускаем петлю, столбик с одним накидом из следующей петли, одна воздушная петля. И пропускаем петлю, столбик с одним накидом, одна воздушная петля, и последний раз здесь пропускаем столбик с одним накидом из полустолбика первого, столбик с одним накидом, и далее мы провязываем 14, вот начиная вот с этого, со столбика, с полустолбика, получается 14 столбиков с одним накидом, вот из каждого вершины столбика предыдущего ряда. На всех высоких столбиков через одну воздушную петлю не забывайте сделать. Я провязала 14 столбиков с одним накидом вот из каждой петли. Вот здесь на вершине полустолбика в конце сделала последний столбик, и у меня, можно сказать, осталась одна вершина столбика. Здесь я делаю одну воздушную петлю и заканчиваю ряд. Заканчиваю ряд. Вот видите, первый столбик без накида был провязан. Ввожу за 2 полупетли вершины столбика и протягиваю рабочую петлю на изнанку и затягиваю. Закончили вязать 5-й ряд, начинаем 6-й. 6-й ряд, начинаем обвязку сердечка пышными столбиками. В начале ряда набираем одну воздушную петлю, смотрите, и после вот столбика без накида, перед столбиком с одним накидом, за арочку вводим крючок и провязываем здесь столбик без накида. Далее одна воздушная петля. И далее из каждой арочки предыдущего ряда, вот между столбиками, будем выполнять пышный столбик. Делаем на крючок накид, вводим крючок между столбиками, вытягиваем одну длинную петлю на высоту столбика с одним накидом. Вновь делаем накид, вводим крючок между столбиками, вытягиваем вторую длинную петлю. И также 3-й раз. Затем провязываем все петли с крючка, закрепляем вершину пышного столбика и еще одна воздушная петля. И повторяем. Вот между следующими столбиками вводим крючок, вытягиваем петлю. 1, 2 и 3 раз. Провязываем пучок петель с крючка, закрепляем вершину пышного столбика и плюс 1 петля. И так повторяем. Из каждой арочки провязываем пышный столбик. Из каждой арочки именно вот до здесь вот самой нижней точки сердечка среднего столбика, вот между 3 столбиками, которые были провязаны на одной вершине. Я провязала пышные столбики до самой нижней точки. И здесь на среднем столбике с одним накидом
мы провязали вот пышный столбик на арочке перед этим столбиком. И теперь на вершине этого столбика формируем еще один пышный столбик. Также из вершины вытягиваем 3 длинные петли через накид, провязываем все петли с крючка, закрепляем вершину столбика, 1 воздушная петля, и далее уже после столбика на арочке выполняем следующий пышный столбик. И далее продолжаем вязать. Вот на каждой арочке выполняем 1 пышный столбик через 1 воздушную петлю. Только в конце ряда на самой последней арочке мы будем провязывать столбик без накида. Я закончила обвязку пышными столбиками, и здесь на последней арочке в конце ряда выполняю столбик без накида и завершаю вязание ряда. Вытягиваю рабочую петлю и через вершину первого столбика без накида рабочую петлю вытягиваю наизнанку, затягиваю ее и начинаю вязать 7 ряд. 1 воздушная петля, и здесь мы провязываем столбик без накида вот на первой арочке. Далее выполняем следующие арочки с пико. Вначале набираем 4 воздушные петли. Далее вводим крючок во 2 воздушную петлю и провязываем соединительный столбик. Еще плюс 1 воздушная петля и делаем столбик без накида из следующей арочки. И выполняем такую обвязку. Повторяем: 4 воздушные петли. Вводим крючок во 2 воздушную петлю. Соединительный столбик провязываем, 1 воздушная петля и столбик без накида из следующей арочки между шишечками. Вновь 4 воздушные петли. Вводим крючок во 2 петлю. Провязываем соединительный столбик, 1 воздушная петля и столбик без накида из следующей арочки между пышного столбика. И так довязываем, выполняем такую обвязку до самой нижней точки сердечка. Выполнив обвязку до самой нижней точки, здесь мы еще раз набираем 4 воздушные петли, соединительный столбик из 2 петли, 1 воздушная петля, и здесь делаем столбик без накида вот на самом нижнем вершине пышного столбика. Столбик без накида выполняем. Вновь набираю 4 воздушные петли, соединительный столбик из 2 петли, 1 воздушная петля, и здесь выполняем столбик без накида уже на арочке после вот этого нижнего пышного столбика. И далее продолжаем уже обвязку точно так же, из каждой арочки выполняем столбик без накида. Завершая выполнять обвязку, здесь я сделала столбик без накида перед пышным столбиком. Далее еще раз набираю 4 воздушные петли, соединительный столбик, 1 воздушная петля, и вот из последней арочки выполняю столбик без накида. И далее уже обрезаю нить, вытягиваю через вершину столбика, и здесь протягиваю этот хвостик вначале через вершину вот первого столбика и через вершину последнего столбика без накида на изнанку. Далее этот хвостик необходимо закрепить, заклеить у основания и обрезать. И сердечко у нас готово. Дорогие друзья, конечно же, после того, как вы связали салфетку, она выглядит неровно, так как салфетку необходимо сформировать. Можно ее постирать или просто даже намочить, разровнять узор, разложить на ровной поверхности, может даже заколоть края булавками и оставить до полного высыхания. Также есть быстрый способ.
блокировки салфетки можно ее отпарить, также разравнивая и расправляя узор.